Наконец, в 1928 году появилась работа русского лингвиста Владимира Яковлевича Пропа, которая называлась «Морфология волшебной сказки». Это был, конечно же, прорыв, потому что Владимиру Яковлевичу удалось то, что не удавалось его предшественникам. Ему удалось найти и описать универсальный механизм, универсальную схему, по которой построены сказки, предания, былины и прочее этнографические произведения. По предположению Владимира Яковлевича, все эти произведения имели общий источник, а именно, по его мнению, в устной форме передавалось содержание обряда инициации от одного поколения к другому. Что такое обряд инициации? Это один из обрядов перехода, когда мальчик или молодой человек должен был пройти определенные испытания для того, чтобы стать полноценным членом общества, полноценным членом племени. Обряд этот мог длиться от нескольких часов до нескольких дней или даже недель. Испытуемого хоронили заживо, его шрамировали, наносили увечья и так далее, и так далее. И если молодой человек выдерживал все эти испытания, находясь уже в таком пограничном состоянии сознания между жизнью и смертью, значит, если он эти испытания успешно проходил, он становился полноценным членом племени, мог участвовать в военных советах, вступать в брак и так далее, и так далее. Сейчас своеобразным эквивалентом обряда инициации является достижение молодыми людьми совершеннолетия, когда им вручают паспорт. Чисто такая механическая процедура, но в далеком прошлом все происходило по гораздо более сложной схеме. Владимир Яковлевич предположил, что все сказки можно разделить на 31 этап. Причем в некоторых случаях эти этапы могут выпадать, их может быть меньше, но неизменным должен оставаться порядок прохождения вот этой своеобразной полосы препятствий. Собственно, как в компьютерных играх, которые построены по тому же принципу. Пока ты не пройдешь определенную миссию, на следующий уровень ты не попадаешь. Кроме того, в сказках, по мнению Пропа, все время присутствует 7 основных персонажей. Именно главный герой и плюс 6 других, которые помогают ему, мешают. Иногда это бывают явные враги, иногда враги, выступающие под маской друзей, и так далее, и так далее, и так далее. Вот схема, которая иллюстрирует, можно уже сказать, путешествие героя, да, перемещение его по этому 31 пункту. Путешествие это начинается с классической фразы «жили-были».
внезапно происходило какое-то инициирующее событие, которое должно было сподвигнуть героя на выполнение определенной миссии. Значит, у него похищали невесту, у сестры похищали брата, ему давали поручение добыть меч-кладенец, жар-птицу и так далее, и так далее. При этом герой несколько раз мог отказываться, если у него была такая возможность. Но в результате из обыденного мира герой перемещался в мир потусторонний, где, собственно, и должен был выполнять основную часть миссии. И потом, через обратный переход, он возвращался снова в обыденный мир, но уже в новом качестве, обогащенный опытом и с необходимыми атрибутами, которые он получил в результате путешествия. Миссия была выполнена. Он возвращался туда же, откуда свое путешествие начинал. Таким образом, мы говорили на одной из прошлых лекций о цикличности. Да? Вот эта цикличность в этой схеме в полной мере присутствует. Путешествие заканчивается там же, откуда оно началось. Существуют вот такие карты для составления историй по методу Владимира Яковлевича Пропа. Значит, каждая карта – это определенный этап, который должен пройти герой. Можно комбинировать эти карты, добавлять, значит, убирать. Но, повторяю, схема должна была оставаться та, о которой говорил Проп. Значит, из мира обыденного герой перемещается в потусторонний мир и снова возвращается в исходную точку. Вот схема, еще одна схема истории, самой древней истории из когда-либо записанных. Речь идет об эпосе Гильгамеша. Это 25 век до нашей эры. Шумерское литературное произведение, сохранившееся до наших дней на клинописных табличках. Как можно понять из этой схемы? Значит, если кто-то заинтересуется подробнее, есть эта схема в книге Якобсена «Сокровища тьмы», где можно более подробно о ней прочитать и рассмотреть ее. Значит, если кто-то не читал эпос о Гильгамеше, смысл истории в том, что у главного героя был друг, который неожиданно погибал. Герой начинал горевать о нем, понимал, что он смертен, и отправлялся на поиски эликсира для того, чтобы получить бессмертие. Он достигал предела обыденного мира. На этой границе он встречал женщину, которая содержала трактир, такая необычная трактирщица, у которой гостили боги, которая сначала пыталась его отговорить от этой затеи, но потом поняла, что это бесполезно, и тогда она подсказала ему способ получения такого эликсира бессмертия. Нужно было переплыть сначала обычное море, а потом водную преграду, которая отделяет мир живых от мира мертвых. И там жил вместе с женой человек по имени Утнапишти, который, собственно, один из немногих людей получил от богов такой дар бессмертия. Гильгамеш общался с ним, он ему рассказал, как можно добыть
цветок, который дарует бессмертие. Гильгамеш этот цветок получил, но в пути у него этот цветок коварным образом украл змей. Значит, и герой вернулся в исходную точку, к себе, в город Ур, расстроенный, значит, изможденный, понял, что бессмертие ему не светит, хотя он на 1/3 или на 2/3, по-моему, был богом, родители его были богами. Вот. И тогда он понимает, что единственный способ увековечить свое имя – это построить какое-то грандиозное сооружение, например, реконструировать родной город, куда он вернулся. Вот такая сложная схема, которая укладывается полностью в конструкцию, которую описал Владимир Яковлевич Проб. Несколько подробнее можно остановиться на моменте перехода из мира обыденного в мир волшебный или в мир потусторонний, что, по мнению Владимира Яковлевича Пропа, одно и то же. Несколько слов вот об этой женщине, хозяйке Сидури, с которой общался Гильгамеш. Значит, хозяйка эта жила в небольшой хижине на берегу моря. В наших сказках и в сказках северных народов Финляндии, Швеции, Норвегии есть похожее сооружение, в котором живет волшебница, обитает волшебница, да, в которой попадает герой сказок. Это так называемая избушка на курьих ножках. Вот один из ее вариантов представлен. Значит, это культовое сооружение народа Манси. Фотография начала 20 века. Баба-яга, у которой нос в потолок врос. Это не говорит о том, что у нее длинный нос, а о том, что низкий потолок. Потому что избушка – это, скорее всего, домовина, то есть гроб, место погребения. Ну, собственно, логично, что это место является порталом для перехода из обыденного мира в мир волшебный. Вот так выглядит этот персонаж на одной из современных иллюстраций. Избушка на курьих ножках. Бабу-ягу, как правило, окружают какие-то магические животные. Вот здесь представлен кот, непростой тоже персонаж. Это может быть ворон, могут быть птицы другие какие-то. Баба-яга сначала пытается героя, как мы помним, засунуть в печь, но когда герой выходит победителем из этой схватки, значит, она из врага превращается в друга, подсказывает ему дорогу в нужном направлении, может подарить магические какие-то волшебные предметы, необходимые ему, например, наливное яблочко и золотое блюдечко, или клубочек волшебный, который приведет его в нужное место, или просто подскажет, где спрятана смерть Кощеева на конце иглы, а игла в яйце, а яйцо в утке, там, сундук на дубе и так далее, и так далее. Вот. Здесь же рядом присутствует еще один атрибут – ступа, приспособление для измельчения зерна. С одной стороны, это бытовая вещь, а с другой вещь магическая. Мы дальше в этом с вами убедимся. Вот еще один вариант такого портала. Это уже другая страна, другое время. Это кадры из фильма Twin Peaks, о котором мы уже упоминали. Да? Там тоже существует портал для перемещения в иную реальность, в иной мир. Вот так он оформлен. Нужно учитывать, что Дэвид Линч
был прекрасным художником, поэтому наверняка это все сделано по его эскизам, но во всяком случае с его